Всем доброе бангладешское утро. Время 5:10 утра. Отправляемся на флотинг-бот. Так он называется. Вчера приехали ночью. Вот сейчас видно, что здесь есть река. Ночь была не из самых лучших, потому что очень много комаров. Очень много комаров. То есть пришлось спать с вентилятором. Если бы не вентилятор, то была бы беда. Несмотря на то, что сегодня выходной, не рабочий день, все равно в 5 утра все куда-то уже идут. Чувствуется большая влажность. То есть через пару часов пальцы на руках начинают липнуть друг к другу. И это чувство дискомфорта тебя преследует весь день. Любая электрическая вело, рикша, механическая, которая крутится ногами, она катается только в пределах одного района, какой-то небольшой участок. Если куда-то хочется вдаль, то уже на такой рикше. В этой части Бангладеша очень много озер. Пока мы едем по городу, это уже, наверное, третье. Вернее, даже пруд. Из отеля пришлось, можно сказать, даже эвакуироваться, потому что были закрыты на этаже. Мы спали на втором этаже, лифт был отключен. По лестнице спустились вниз, все двери закрыты. Через какое-то подсобное помещение, через балкон вылезли и ушли. Но сейчас вот вроде бы комфортно, когда едешь на рикше. Стоит остановиться, сразу начинает становиться влажно и жарко. Чем-то мне напоминает Тверскую область. Там, прежде чем строить дом, выкапывают вот такой вот прудик, куда уходит вся вода из грунта. И только потом начинают ставить фундамент, чтобы он не плыл. Еще хотелось бы подметить, что в этой части Бангладеша очень много используется красного цвета. В городском фасаде. Очень много деревьев джекфрута. Очень много. Прямо вдоль дороги. Да и вообще в этой стране Бангладеша много всевозможных фруктовых садов. Манго, бананы, ананасы, драгонфрут. Территориально где-то рядом находится Калькутта. Поэтому, если вы занимаетесь оптом фруктами, вам сюда. Как говорится, чем ближе к Индии, тем больше похоже на Индию. Да и вообще особой разницы я не вижу между Бангладешем и Индией. Плюс-минус в еде. И то еда одинаковая. Только немножко добавляется курица и мясо. Последние 4 дня, получается, из автобуса в автобус. Целыми днями. Ехали, походили, сели в автобус. Ехали, походили, сели в автобус. И 2 ночи спал в автобусе. И вот здесь вот такой приятный ветерок, приятная прохлада, и ты едешь, прям хочется так аккуратненько прислониться и дремнуть. Здесь нет комаров, здесь нет влажности. По крайней мере, пока мы едем. Легкая прохлада по телу. Какое-то у меня сегодня радостное настроение. Я прям чувствую, что должно произойти что-то хорошее.
Интуиция. Приехали на местный пирс, пока таксист бегает, пытается разменять купюру нашу. Мне сказали сидеть в рикше, потому что сейчас меня увидят, сразу начнутся цены вырастать в 3 раза. Поэтому сказали посидеть. То есть мой бангладешский друг подходит, договаривается. Они с ним торгуются как с местным. Когда увидит меня, то есть дальше он не спрыгнет, если уже договорился. А увидев меня, сразу начнет понимать, что у меня безысходность и нужно увеличивать цену. Я для них как белая ворона сейчас. Белая ворона. Похоже, мы плывем только вдвоем. Вода непрозрачная. Видно, как он ставит сетку. И чья очень мелкая. Даже не единичка. Еще мельче. Ну а тот наоборот снимает. Вот так вот выглядят ловушки. Для краба, для рыбы. По факту это обыкновенный жак. Обратите внимание, флаг Израиля. Не буду наступать. Здесь за Палестину. Поэтому по нему ходят. 4-й вид транспорта за сегодняшнее утро. Надеюсь, скоро мы будем на месте. Раскрою вам секрет. Направляемся мы на рынок. Рынок на воде. Торговые точки — это лодки, большие лодки. Один из красочных рынков и красивых рынков Бангладеш. Да и не только Бангладеш. Природа, конечно, здесь бомбейшая. Это не тот Бангладеш, который все привыкли видеть. Горы мусора и грязи. Здесь все прекрасно. Здесь человек еще не убил природу своим присутствием. Дальше рикша не едет. Здесь что-то цветет. Аромат напоминает мне ландыш. Цветущий ландыш. Почти на месте, но еще не на месте. Течение быстро.
судя по островкам водорослей. Как они плывут. Вообще другой Бангладеш. Вообще другой. Просто здесь. Здесь все мне нравится. Даже он. Чем ближе к границе с Индией, тем больше индийских храмов здесь. На небольшом участке я увидел 4 темпла. Мечеть. Дети уже сидят. Время 6 утра. Это медресе. Видно, учитель учит детей. Надеюсь, это последнее. Я так понимаю, нам куда-то ниже по течению нужно спуститься. Жизнь как в сказке. С хорошим концом. Сейчас бы энергетик выпить, да его нету. И поймался на мысли уже, может быть, заживать листья пана. Проезжали сейчас небольшой огородик. Сорвать пару листочков. И уже функционал это ободрить. Все птицефермы, птицефабрики находятся возле воды. Вернее, даже на куриных ножках стоят на сваях на воде. Я спросил, почему такой принцип построения. Прохлада от воды не дает умереть курицам. Все. Больше нет никаких объяснений. И эту воду, например, есть небольшой прудик. Люди выкопали или неважно, как оно образовалось, ставят в эту ферму и потом эту воду еще используют для обогащения полей. Продукты жизнедеятельности курицы, все это падает в этот пруд. Получается жидкое удобрение. Очень часто встречаются лодки с самолодками. Значит, здесь много краба и рыбы. И такая вода — это идеальная среда для краба. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться тишиной и природой. Вам сюда. Ну а мы все никак не доедем. Но уже где-то близко наш рынок. Так, ну, я уже понял, что вниз по течению все плывут. Сейчас только что попался дедушка и пол-лодки бананов. Значит, плывет на рынок. Я бы, конечно, хотел себе здесь иметь дачку. Здесь, во-первых, дышится очень хорошо, много кислорода, много растений. В 1000 раз чище, чем в любом городе. Вода все уносит. Много-много растений. Чем не рай? С наступлением сезона дождей, он уже наступает, но через месяц уровень воды поднимется больше, чем на метр здесь. Поэтому все домики на куриных ножках стоят. Все, что возле реки.
Я уже в предвкушении. Вот, видно, вот, везут все. Мы никак не доедем. Оказывается, даже сейчас мы опять еще не приехали. Еще нужно плыть куда-то. Жизнь на воде. Здесь, получается, несколько рукавов сходятся вместе. Куда мы приехали? Ждем нашу лодку, потому что рынок ну, где-то метров 500 отсюда. Видите, дядька за веревочку дергает, газует одной рукой, а другой рулит. Все просто. За мной всегда смотрят. Местный мулла, наверное, потому что на фоне мечети. Не стали мы ждать всех. Шиковать так шиковать. Отдельный корабль. Самое живучее растение в Бангладеше. По-моему, выживет даже при радиации. Ну, прям острова целые. Где-то сантиметров 70 в высоту, до воды. Я думаю, это наемные капитаны, потому что навряд ли у них деньги есть на такую лодку. Просто 300 кокос дед везет. Мне кажется, лодка здесь вообще копейки стоит. Баксов за 300 можно купить, но которая из дерева сделана, не железная. Типа такой, даже дешевле будет стоить. Я, честно, под впечатлением. Такого никогда в жизни не видел. Здесь бы дрон поднять, было бы классно. То есть, если тебе что-то надо купить, ты вот прям между торговых рядов проплываешь и покупаешь. Ну вот мы и приплыли. Я по привычке хотел выйти куда-то встать, а мне говорят: а все, дядя, мы приплыли. В общем, вот так вот происходит все. Подплываешь на своей лодке, как вот этот вот дедушка, и гуляешь, можно с лодки на лодку. Я так и не понял, кто здесь заякорился, но кто-то стоит, а кого-то постоянно сносит по течению. Потому что течение здесь очень сильное. Я просто смотрю мимо, проплывают с какой скоростью водоросли. Так, ассортимент у нас что тут? Кокосы, зеленая папайя, из которой прекрасно сделают вкусный папайя салат. Вот это что-то непонятная трава какая-то. Поближе посмотрим. На спаржу похоже. Я не знаю. Тыквы очень много. Здесь видно, любят тыквы все. Баклажаны, кокосы, бананы. Ну туда дальше там картофельные ряды.
кокосы, уже переспевшие, мне кажется, это не для сока, потому что они уже черные. На той большой лодке. Очень красиво здесь, красиво. Постоянно черпает, чтобы не утонуть. Видно, тонут. Или много нагрузили. Здесь очень душно. Там было прохладно, здесь душно. Здесь вот это постоянно плывет. Постоянно эти острова. Оттуда спускаются вниз. Дрейфуют. Торгаши приплыли. Фраза актуальна здесь. Или уплыли. Ну, вот там на берегу видно продают самоловки. Не знаю, прекрасно. Очень контрастное место. Стоит посетить. Смотрите, как он пытается на вот маленькой лодке проплыть среди этих джунглей плавающих. Но у него все получается. Они все умеют. Вот как раз и самоловки приплыли. Насколько мир интересен. Попросили капитана подплыть к торговым площадям, а то нас что-то сносит. Дедушка, видно, со своего огорода продает. У него сегодня бананы. Надо что-нибудь попробовать. Быть на рынке и остаться голодным. Ватерфрут. Это очень сочное яблоко со вкусом баблгама. Бля, у него в реке помылся. А вот косточка уже. Видео. Окей. No selfie. Здорово. Bye. Bye. How much 1 kilo? দাম 10 টাকা 10 taka? 1 kilo? here not in Dhaka Сука, он смеется надо мной от таких цен. 1 kilo, please. no he will not sell Why? yes shop 1 kilo. সে বিক্রি করবে না he will not কাগজপত্র আছে কিছু এই ঢালা দাও থাইল্যান্ডের বাইরে বইতে এটা লালটা একটু বের করবেন এই যে এটা লাল বাইরে লাল ভিতরে Я не знаю, здесь круто, реально круто. Можно вон к тыкве подойти. Встать на корабль с тыквой. Вот так вот можно погулять. Кто ее ест, непонятно. Бутат, батут.
Я хотел так поесть, мне говорят, нет, ни в коем случае. Баблгам любви моей. Реально крутой фрукт. Такого ароматного ничего не пробовал давно уже. Хоть разбавил мою пресную жизнь. Какие-то стволы привезли. Вот этот дядька. Я не понял, нас несет или кого? Вот такие вот корни. Для чего-то они используются, кто-то их ест. Может, салаты. Не один я тут любитель яблок. Жизнь на лодке. Смотри, сейчас мы вот в этот островок заедем. Когда начинается сезон арбузов, здесь стоят большие корабли, полностью закрытые, набитые арбузами. А вот те самые кокосы. Да, они уже переспевшие, это для ореха. Абдулла, how much one piece, one coconut? В 2 раза дешевле, чем в Даке. Вот так возвращаются после рынка домой. Салам алейкум. Дедушка так настороженно смотрит на меня. Салам алейкум. Я не могу остановиться. Главное, чтобы не диарея. Поехали на другие точки. Вот этот фрукт только начинается. Буквально недели через 2 здесь все будет забито кораблями. Бананы едут. Ледяное яблоко. Разница на все овощи 2-3 раза. В 2 это 100%. Здесь они в Даке копейки стоят, то здесь полкопейки. Я думаю, такая лодка даже 300 не стоит. Максимум 100 баксов. Для народных умельцев это пару дней работы при наличии заготовок. Вот так вот идут торги.
হ্যাঁ 10 টাকা В общем, за одну такую связку просят 150 рублей. Это очень дешево. Вот. Мужик купил. Интересно, какая здесь глубина. Вот он ему дал 100 така. Даже не 100. Он ему сдачи дал. Он ему дал 100, тот ему сдачи дал 30. $70 така, ну нормально. 50 рублей. Вот эта связка вышла. В общем, у дедушки 50, а которые побольше 100. 70 рублей. 70, 40, 50 рублей. Все зависит от количества орехов. То есть по факту вот эта лодка, нагруженная орехами, хорошо, если на 100 баксов вытянет. Отправляемся в другую точку. Здесь уже какие-то мешки продают. Наверное, рис. Рис. Ну, точно не сахар. Мне кажется, здесь и свадьбы на лодках проходят. Райс? Рис какой хорошенький. Похож на девзиру на красный. Салам алейкум. ওয়ালাইকুম আসসালাম Мне говорят, посмотри рис. Не, ну рис прям хороший, видно, реально хороший. Да, здесь все продают рис, и у всех рис одного цвета. Такой красноватый оттенок и какой-то желтый. Заметьте, ни одной женщины нет. Ни одной я здесь не увидел. То есть любые покупки здесь совершаются мужиками. Ну, именно на этом рынке. Никак не пришвартуемся. Нас водоросли сносят. После хорошей прогулки нужно перекусить в местном кафетерии. Вот ребята, которые сейчас уплывают по домам на рынок. А вот кафе, где будет происходить перекус. Здесь в любом заведении тебе сразу предлагают воду. Я не знаю, где они ее наливают, но на всякий случай я всегда заказываю бутилированную воду. И вам это советую делать. Потому что для местных сахар, для вас яд. Что для местных сахар, для вас хлорка, для нас. Поэтому лучше бутилированную заводскую воду. Должны были сейчас ехать в другое место, но там ЧП. Тот, кто должен нас был встречать, ему оторвал руки. Поэтому он не сможет показать. Как делается данная вещь. Жалко, конечно. И человека, и руки, и то, что не можем попасть.
Ну вот, случаются такие ЧП. Еле сейчас нашли ложку здесь. С ложками проблема. Здесь все едят руками. Нашли чайную. И то, наверное, этой ложкой мешает омлет. Обычный омлет, яйцо, лук, свежий лук и рис желтого цвета. И человек 20 на меня сидит, смотрит сейчас. Стоит, сидит. Им интересно, что я разговариваю сам с собой. Иностранец в шортах с кучей камер. Еще и болтает. Тебе, говорит, острое или нет? Я говорю, не острое. Не острое для них, для нас оно острое. Есть можно. Рядом сидят мужики, и я у Абдулы спросил, почему они не едят яйца. Ну, то есть только рис. Рис, там, ложка картошки. Мне говорит, потому что здесь яйцо стоит 20 така, а если взять его дома 10, ну, то есть ты с собой берешь, просишь, чтобы тебе пожарили. Жарят тебя бесплатно. Но сегодня они забыли яйца. Поэтому только рис. Этот рынок существует всегда, круглый год он работает. Все зависит от сезона года. Соответственно, меняется и ассортимент. Чуть позже начнутся партии манго большие. Приходить. Арбузы. Бананы круглый год. Но их здесь мало. Здесь не банановый рай. Как-то даже неудобно стало. Я ем 2 яйца. Неловко себя в такие моменты чувствуешь. Не всегда же меня снимать, как я ем. Когда мы ели, рядом сидели женщина и, я так понял, ее ребенок. Ну, видно, очень-очень бедные. Они заказали себе крепкий чай. Здесь всегда, в принципе, крепкий чай подается. И один маленький кексик пополам. Они ничего не просили, но я просто в глазах прочитал, что не все хорошо у этой семьи. Я им купил упаковку кексов, отдал женщине, и она чуть ли не на колени упала, начала плакать, типа, спасибо. И мне так неловко стало. Но мораль. Где-то люди рады маленькому кексу. Я обратил внимание, что здесь все испещрено мелкими каналами. То есть это как будто остров, пронизанный водными капиллярами. Потому что пока едем, с каких-то улочек выплывают маленькие вот. Здесь основные крупные артерии. Есть много-много мелких. Буквально через месяц, когда поднимется уровень воды, здесь все превратится в большой базар. Здесь самое большое количество гуавы в Бангладеше именно здесь продают. То есть за день до 300 тонн гуавы продается здесь только.